Всем доброй ночи, друзья мои. Поскольку WhatsApp без определенной программы трудно открывается, тем более в Подмосковье иногда глушат связь и очень долго загружаются ролики. Яна перешла сейчас на, значит, Telegram, поэтому первое, что хочу сказать, с кем я работаю, пожалуйста, отчеты отправляйте ей в Telegram. Она создала группу и также, то есть чат туда скидывает. Я потом захожу, читаю. Это кому я сказала отчеты отправлять, не всем подряд. Это напоминаю, с кем я работаю. Отправьте ей, пожалуйста, на Telegram. WhatsApp у меня работает, я пользуюсь WhatsApp. И на этот Макс пишут мне. Да, и Telegram есть, и ИМО для международной связи. Не понимаю просто смысла постоянно вот это вот пытаться как-то заглушить, глушить. Какая разница? Вот не одна связь, так другая. Не вижу смысла, но логики, к сожалению, многих людей, которые местные власти и прочее, не наблюдается. Они показывают такую бурную деятельность, поэтому не будем о них говорить и портить себе настроение. Но у Яны, Телеграм вообще работает, и его не так легко заглушить. Поэтому отчеты ей, пожалуйста, на Телеграм отправляйте. Далее. Я знаю, что там многие отправляли видеоролики, я многое загрузила. Рассказать о своих результатах, о жизни, что у них поменялось. У многих людей есть такое желание отправлять голосовые видеоролики. Если видео, то, пожалуйста, четко, конкретно снимите. Можете алтарь показать, естественно, и мы выставим. Поэтому, поскольку у нее WhatsApp не открывается, отправьте, пожалуйста, ей в Telegram. Если у кого-то еще не загрузилось, значит, просто не дошло или она не увидела, можете еще раз отправить. Только в Телеграм мне или Яне. Естественно, напишите, что это о результатах, голосовые или видео. Я потом прошу, у нас часто Аня делает ролики. Я иногда и не слушаю эти голосовые, но времени нет. Просто она монтирует, я выставляю. Я уже как-то отношусь к этому спокойно. Не буду говорить, что и как, вы сами знаете. Почему это делается? Это некая такая помощь людям, чтобы они понимали, что можно взять, сделать, как. У людей бывает похожая ситуация иногда. Вот как вы справились, как вам силы помогли. И кроме всего прочего, это некая благодарность силам, когда вы даете им определенный сигнал о том, что вы это цените, что вы это заметили, их помощь, увидели, запомнили, знаете, что они вам в этой ситуации помогли. И помогайте людям сориентироваться, как выйти из трудной ситуации, в какой-то такой момент, когда они не знают, за что браться, тем более, что эти работы абсолютно даром отданы. Еще раз хочу сказать людям, которые... Знаете, сейчас такая мода пошла, и массажисты, и косметологи, и парикмахеры, они все сделались ведьмами, колдунами, по всяким этим. Мы видим, какие там блевотные существа есть, которые лезут в магию. Некоторые лезут в эту магию как прикрытие, некоторые эскортницы, и это реальность. Они этим прикрываются, понимаете? Вот пришли там клиенты к ней, какая-то облава, и она говорит: а я таролог, я смотрю на картах, вот сейчас модно стало. И, конечно же, они очень удобные и выгодные для определенных фанатиков, которые и так каждый раз пытаются, как-нибудь выставить в черном грязном свете людей, которые обладают некой силой. Вот для таких людей, подобные личности, это как манна небесная. Очень, очень удобно, очень выгодно выставить
вот этих существ, показать, вот видите, маги, вот они все такие, кто занимается магией, они вот не в себе и так далее. Почему-то людям кажется, что магией может заняться любой человек. Нет, любой человек не может стать кулинаром, любой человек не может быть шеф-поваром, понимаете, любой человек не может быть врачом, любой не может быть писателем. Точно так же, как и в магии, не каждый человек может заниматься магией. То, что вы теоретическую часть узнаете из моего канала, это не говорит о том, что вы можете позволить себе этим заниматься. И вот как начинает мне писать: вот я массажист, вот недавно увидел там какие-то путы у человека, что-то там ему сделали. И это меня вывело, конечно, из себя. Я говорю: слушайте, ты массажист, вот занимайся своим массажем. Куда ты лезешь вообще? Ты кто вообще? Приходят вот без зазрения совести. Вот я парикмахер, я вот чувствую от людей там какую-то энергию. Вычисляю, кто там, у кого родовое проклятие. Вот не лезьте туда, куда не надо. Причем приходят, мне пишут, потом начинается, когда я их ставлю на место: ой, может быть, из-за этого. Вот одна пришла, у нее замерзшая беременность, другая пришла, у нее онкология началась на ровном месте, третья пришла, у нее дела встали, как только она начала какие-то курсы Таро изучать. Мне надоело вам объяснять и говорить. Я не хочу больше об этом говорить. Я об этом снимала, говорила, объясняла, что не надо туда лезть. Это очень опасно. Люди, которые приходят, то есть рождаются в этот мир, им это уже дано с детства. Они постепенно это, то есть узнают, понимают, их ведут по жизни. И эти люди становятся известны уже в своей профессии, понимаете? Тут 47 лет она, вдруг во мне сила проснулась, мне там кто-то что-то сказал, какая-то женщина пришла. И самое интересное, приходят: вот у меня сын болеет, везите к врачу. Не, а зачем к врачу? К тебе можно прийти, ты же все бесплатно делаешь. Вот ты вот поможешь, поставишь на ноги. И с криками: я вечно буду помнить, я в долгу не останусь. Вот знаю я, как вы помните, как вы в долгу не остаетесь. Они приходят в следующий раз только для того, чтобы еще что-нибудь попросить. И это отвратительно, конечно, ощущение, когда тобой пользуются, но большинство людей такие. И вот на мой, значит, ответ: к врачу езжайте. Мне одна женщина сказала, что у нас родовой бес какой-то сидит, как вы мне надоели, вот эту чушь, как легко вас всех дурить, как легко вас обманывать. Честное слово, вот потерять совесть, сидеть и чесать вам. Родовые бесы сидят, какие-то инопланетяне оттуда через антенну вам что-то передают. Какие-то вы все колдуны черные, какие-то эти колдуны приезжали с Мексики, 40 человек на тебя делали какую-то порчу смертную на кладбище, хотя ты уборщицей работаешь, но кто-то там миллионы заплатил, из Мексики выписал каких-то великих колдунов и магов-чародеев, чтобы на тебе порчу наводили, родовую, каких-то бесов понасажали. Эти люди, они не в себе, понимаете? Вот есть такие хронические такие клиенты всяких этих гадалок, и ничего с этим не сделаешь. Есть такие люди. Они всех подозревают, они там мужа, детей всех тащат по всяким колдунам, ведьмам. У таких баб мужик появляется, она сразу по всяким гадалкам бегает узнать, останется Вася или уйдет. И она не понимает, почему он уходит и почему она все время одна и одинока. Потому что ты лезешь в судьбу. Во-первых, на мужчин гадать нельзя вообще, прогадаешь. На себя, на свою судьбу нельзя все время гадать. Не лезьте, люди. Если у вас все нормально в жизни, не надо ходить ради любопытства смотреть, а что там будет. Вы лезете в эту конструкцию, вы ее разрушаете, понимаете? Это вот стоит кран, да, предположим, вот ваша судьба, вот стоит вот это вот сооружение, башня. И ты идешь и начинаешь, я не знаю, топором или там молотком бить по этим, значит, гвоздям или на чем оно стоит. Потихоньку так расшатываешь это все, и в конце концов она обрушится на твою голову. Нельзя трогать судьбу, если у тебя нет проблем. К ведьмам-то тоже шли не для того, чтобы узнать, там, что, почем, кто за кого выйдет. Всегда бабушки ругали, когда гадали, когда там что-то, какие-то эти обряды проводили. Они говорили:
прогадаешь свою судьбу, дура. Нельзя это делать. Нельзя, потому что все эти зеркальные гадания на святках, на Рождество и прочее, прочее, это очень опасно. Это очень опасно. Это через зеркало может прийти и нечто такое очень темное. Черта вызывают через зеркало. Он может принять облик человека, а потом сколько раз было, знаете, такое выражение, да, удар черта. У меня же есть такой ритуал. У нас была женщина, я уже рассказывала, она учительница всю жизнь, у нее лицо было кривое, так и не вышла замуж. Вот она там на этих женихов, она тронутая с этими женихами, каждый год гадали, гадали. И вот один раз она там в бане, значит, перед зеркалом, по старинке, у Пушкина, по-моему, да, произведение, где ее нашли задушенную, да, девку, которая гадала на жениха. Вот она вот гадала что-то, и кто-то проявился в зеркале и очень сильно ударил, прям физически ударил в лицо. У нее лицо скривилось, и не смогли исправить. И она так и осталась. Очень интеллигентная, там, начитанная девушка, но она не вышла замуж. Никак ее судьба не сложилась. Понимаете, всю жизнь осталась инвалидом. Не трогайте вы эту судьбу. Не ходите туда-сюда смотреть первый вариант, второй, третий. Это очень плохо, друзья мои. Это очень нехорошо. Мне пишут молодые девушки. Вот, я встречаюсь с парнем, он так меня любит, он такой хороший. Ну, замечательно. В чем проблема? А можно на него делать приворот? Зачем? Ну, ты нормальный человек. Зачем, если он тебя любит, если у вас все хорошо, зачем делать приворот на него? Ну, чтобы наверняка он остался и так далее. Не верьте никогда вы в эту глупость, что привороты, там, они усиливают любовь. Друзья мои, привороты превращают мужчину в зомби, в алкаша, психбольного, сумасшедшего дурачка, который теряет всех, от него все отворачиваются. Уже об этом сказано было мной миллион раз. Откройте, посмотрите. Приворот – это порча. Стирается вся его судьба и пишется по новой, с нуля, понимаете? Приворот можно делать только если отомстить и уничтожить человека, но никак привлечь. Если ты любишь человека, никогда не сделаешь такую глупость. Он превращается в алкоголика, он превращается в ревнивца. Он не любит тебя, никакой любви там быть не может. Просто в него вселяется некая сила, и эта сила привязывается к твоей энергии. Вот он без тебя не может, но тебя ненавидит, понимаете? Рождаются больные дети, дети умирают, либо вообще бездетная пара становится. Он начинает ее бить смертным боем. Потом, когда делают приворот на человека, твоя вся эта любовь исчезает. Она уходит. Он уже в тебя вцепился когтями, а ты его не любишь уже. И вот когда они говорят, эти дурочки, что да мне плевать, мне все равно, лишь бы он был со мной. Это элементарный каприз, это просто принцип, понимаете, тупой принцип, который приведет к смерти, который приведет к безумию, к алкоголизму. Потом они вместе спиваются, бьют друг друга смертным боем, уходят, возвращаются. Вот смотришь, замухрышка, вот бросил свою красавицу жену с детьми и побежал за этой вот дыркой, извините за выражение. Абсолютно никто. Грязнуля, свинья, тупая, но он прям с ума сходит, там, ой, моя Маруся, не могу. А потом, через некоторое время, они начинают бить друг друга, он начинает спиваться. И из нормального мужика, работающего, умного, превращается в ханыгу какую-то. Вот он, приворот. Ну, очнитесь, мозги включайте, хотя бы изучите это все. Не надо лезть куда не надо. Любовь, она дается Вселенной. Если вам не далась эта любовь, это не ваша любовь. Ну, поплачете, там, поревете и успокойтесь, все. Или если судьба убрала такого мужика из вашей жизни, ну, зачем? Вы по мусору плачете, вот мусор выкинули туда, на мусорку. Ой, верните мой мусор, я готова деньги заплатить любые, только верните. Зачем? Убрали из твоей жизни, дали тебе возможность жить нормальной жизнью. Я понимаю, созависимые есть отношения. Есть отношения, когда женщины не представляют, что можно жить с человеком, который тебе морду не бьет, не посылает, не пьет, не валяется, деньги не забирает. Вот они не представляют. Это в основном травмированные в детстве девочки, которые другой жизни не знают и думают, что мужик именно такой должен быть. Да лучше без него жить спокойно, чем, знаете, как говорят, замужество как тюрьма. Кто снаружи хочет туда попасть, а кто попал, уже пытается вылезти оттуда. И вообще привораживать мужика – это еще не самое страшное и тяжелое дело. Вот отворожить его попробуй, как там, присушить это можно, а вот отсушить хрена.
Отсушишь. Поэтому все, кто замужем, все думают, да ну и нахрен мне это нужно было. Вот жила бы себе спокойно, на самом деле. Но понимаю, любовь, там туда-сюда, молодость, но имейте терпение, ждите. Тем более семью разбивать. Да ну его нафиг. Вот не было там семьи, он ее не любил. Вот эти сказки, когда приходят, мне пишут, я говорю, вы серьезно? Вот он не спит с женой, она болеет. Вот один и тот же сценарий у всех мужиков. Да не любят они вас, не любят. Просто молодость есть, высасывает твою энергию, потом выкинет нафиг. Вот как паук высосал там это вот все соки и смухи. Вот осталась вот эта оболочка. То же самое. Особенно мужчины взрослые, они омолаживаются за счет молодых любовниц. Понимаете? Ой, он ее не любит, он с ней не спит, он вот там это, она там болеет, он ее жалеет. Да хватит уже. Слушайте, мужчина не хочет уйти из семьи. Ему это не надо. Мужчина и женщина по-разному устроены. Когда до вас уже дойдет? Я не могу понять. Мы по-разному устроены. Мы без любви не можем. Мы должны любить человека, чтобы жить с ним, чтобы терпеть его. А мужчина может не любить, но ему хорошо с этой женщиной. Он в ней видит мать, вы знаете, матушку, вот такую заботливую, все нормально. Ему комфортно, он без любви прекрасно обходится. И не сидит, и не плачет, и не переживает. Он свое телесное найдет. 99% мужчин вообще никогда в жизни никого не любили. Если тебе говорят, я без тебя жить не могу, это значит, что я еще не нашел такую дуру, как ты, поэтому ты мне пока еще нужна. Вот переведите с мужского на человеческий. Я как-нибудь, наверное, издам переводчик. С мужского на человеческий. Не могу без тебя жить, значит, не могу найти такую дуру, ты мне еще нужна. Я тебя никуда не отпущу. Это значит, ты мне очень выгодна, куда ты, дура, денешься. Знаете, каких женщин они любят и за ними бегают? Тех женщин, которые со временем учатся быть такими же жестокими, бесчувственными, как они сами. И в них просыпается вот этот вот охотник. Понимаете, когда женщина отвернулась и ушла, это очень сильно действует на них. Как? Я такой замечательный, все бабы по мне сохнут, все пишут день и ночь смс-ки, ждут, когда я к ним приду. А это сказала, да пошел бы ты. Вот таких женщин они обожают. Женщин, которые их не любят и используют. Мужики их обожают. Посмотрите, у всех нормальных мужчин жена стерва. Не хочу, не буду. А что я тебе буду готовить? С чего? Они за этими бабами бегают, а вы хотите быть идеальной, вы им не нужны. Поэтому вот эти вот привороты и прочее, вы себе ломаете жизнь. Это все, что я могу вам сказать. Мы сейчас не говорим даже о расплате, с этими темными силами связываться. Бесплатно они ничего не делают, но вы себе ломаете жизнь. Вы притаскиваете в свою жизнь некто такое с подселением, и вот все эти колдуняки, которые вас уверяют, что ничего опасного в этом нет, это прекрасно. Это их хлеб, конечно. Они уверяют, что и в порчах нет ничего опасного. Они во всех видят каких-то ведьм и колдунов и берутся их обучать за какие-то деньги. Хотя они сами к колдовству и к ведовству вообще никакого отношения не имеют. Так, поскольку где-то что-то читали или услышали, понимаете? Это их хлеб. Они должны вас убедить в том, что это нормально. Но всегда, испокон веков, деревенские бабушки посылали тех, кто приходил делать приворот. Это в редких случаях кто-то брался, именно вот специализировался на этом, но ничем хорошим это не заканчивалось. Следующая категория людей, которые не хотят ехать в больницу, и вот приходят, вот я не хочу, вот я не верю врачам, ну не веришь, не ходи, вот болей. А вы можете помочь? Нет, не могу. Я тебе не врач. Я 100 раз объясняю. Вообще ведьмы не имеют права лечить. Это в древние времена, когда медицина была на нуле, и людям нечего было терять. Из 10 человек могли 8 спастись, например, да? А эти двое могли бы уйти. То есть все были готовы к этому. Даже роженица, рождая ребенка, женщина заранее знала, что она может умереть, что она может не выжить. И все это знали. Но тогда это так было, высокая смертность детей. Ну и сейчас тоже, знаете, немаловажно. То есть немало такого, извиняюсь. Вот. Высокая смертность вообще рожениц, людей. Там все время в войнах погибали люди и так далее.
Тогда не было такой возможности. И заговаривали это все. Сейчас тоже не очень легко попасть к хорошим врачам. Но сейчас можно человека спасти. Зачем рисковать? И никто не имеет права браться лечить, кроме врача. Сказано это было 100 раз. Не, ну они приходят, потому что, ну тут все бесплатно, и как бы, а что такое? Ну, заговорим, мы не хотим в больницу. Или приходит, мой муж категорически не хочет в больницу, у него 6-й день, температура не спадает, помогите. Я говорю, серьезно? А у меня нету вот этих вот японских аппаратов, чтобы посмотреть, что у него. Может, у него что-то развивается внутри, может, у него он что-то проглотил, может, у него, не знаю, аппендицит, может, у него внутри воспаление, может, он помирает уже. Вы вообще в своем уме? Он не хочет, пусть помирает. Ну вот почему вы так? Вы же говорите, что помогаете. Я помогаю, когда врачи отказались, отправили домой, сказали, пусть помирает. Все. Или когда человек попал в реанимацию, его вот по кускам собирают, зашивают, я держу его душу здесь, пока врачи спасают тело. Вот так я объясняю вам. Когда вот безнадежная ситуация, надо вот действительно помочь. А когда человек сам говорит, я не поеду к врачу, почему я должна свое время, свои силы, свои ресурсы тратить на то, чтобы спасти такого дурака? И что мне за это будет? Спасибо даже не скажут, просто исчезнут и все. А если он помрет, что будет? Вот она взялась помочь, а сама не помогла. Зачем мне это надо? Вот скажите мне. Чем старше я становлюсь, тем больше я начинаю себя беречь. Потому что я вижу, что народ ненасытный. Они приходят и приходят и приходят. И все с клятвой на устах, да, вот клянусь, я все это я помню, я это не забуду, я всегда буду благодарна, я всю жизнь. И когда еще раз приходят, и ты читаешь переписку, говоришь, да вы за тот раз не сказали спасибо, еще раз пришли. Ой, вот сейчас помогите, я хотела, просто не получалось, а у меня... Когда вам нужна помощь, у вас получается посреди ночи мне звонить, и ничего, как-то не переживайте. А потом не получилось. Да потому что вы просто подумали, что... Ну, все, дело сделано, она что, за мной ходить будет? Нет, конечно. Вы же не подумали, что вы еще раз придете. Об этом было сказано в моей лекции «Закройте черную воронку бед». И я объяснила, что это спиралеобразная, она будет еще раз приходить. Беда будет снова приходить, снова, пока человек не отсечет, не откупится, не отдаст обратно. Энергообмен существует. Ну, если вы не хотите, пожалуйста, как говорится, жадность фраера сгубила. Чем богаче, тем жаднее. Это я уже поняла и это учла, это везде. Чем богаче люди, везде. У парикмахера начинает клянчить скидку, там еще где-нибудь. В жизни официанту на чаевые не оставит и таксисту не оставит. Чем богаче, тем больше они копейки свои считают, может, поэтому и богатые, собственно говоря. Просто, понимаете, как когда один раз приходит человек, второй раз приходит, вот третий раз сестре помочь, мужу помочь, еще кому-нибудь без конца и края приходит и приходит, то вот мать при смерти сделает так, чтобы она безболезненно ушла. Есть такая работа и делала не раз. И потом снова приходит, снова, и на вопросы, вы знаете, я устала просто от вас. Я уже прямо говорю, не буду помогать. Могу помочь, не хочу. Почему? А потому что не хочу. Я не хочу тратить свои силы, нервы. Зачем мне это надо? Я лучше сяду, книгу напишу, я ролик создам, люди возьмут, воспользуются. Я не хочу тратить свое время на тебя. Зачем мне это надо? Ну что вы, я не такой человек, я обязательно отблагодарю. Я беру... Отскринила все ее там до этого, да, и эти написаны. Спасибо большое, сын вернулся живой. Спасибо большое, мужа там на работе пропажу нашли, а то его обвиняли. Спасибо большое, у внучки головные боли перестали. Спасибо большое, мы там отсудили. Спасибо большое. Я вот это беру и показываю и говорю. Вы на моем канале там с 2020 года, предположим. Смотрите, сколько раз вы ко мне обращались. Вы знаете, просто я хотела, я собиралась, и вот все. Не хочу, не буду тратить на вас время. До свидания. Обижайтесь. Чихать. Вот правда. Мне уже 45 лет, мне скоро полтинник, извините, скоро 50 лет. Полвека я на этой земле живу.
Тысячи, сотни тысяч людей прошли через мои руки. Еще больше людей взяли мои работы и сделали. Я и так столько помогла и помогаю. И еще мои работы после меня еще столько помогут, что мне кажется, я перевыполнила этот стахановский план вот на 100 лет вперед. Мне вот переживать незачем, абсолютно. Обижаешься, ну и обижайся. Вон, у меня есть работа, бери, делай все. Ой, вот дело в том, что вот мы не справимся. Не справитесь, значит, не справитесь. А почему вот так? А потому что... А потому что надоело мне. Я устала. Идите вот... Куда шли? Все. У меня нет стимула. Когда человек мне говорит, я кошку покормила, не нужно... Но твой ребенок вернулся оттуда, столько не возвращается. Он вернулся живой же который раз. Ты хоть спасибо говоришь человеку или нет? Ну, я вот, вы же, может, я чего-то не поняла. Ой, как придуряются, как из себя строят дурачков, вот честно, как на нервы действует. И как только я ей сказала это все, ой, вот я хочу вас поблагодарить. Не хочу я твою благодарность. Ты же говорила, что ты не знаешь, как это делать. А что сразу же вспомнила. Это значит, что ты намеренно это не делаешь. Не хочу. Все, не буду больше помогать. Ну, собаку возьми с улицы, пристрой, вылечи. Что-нибудь сделай взамен во Вселенную. Что-нибудь. Как-нибудь поблагодари эту Вселенную. А ты хоть спасибо сказала человеку, который уже который раз помогает тебе. А зачем? Поэтому, дорогие люди, не обижайтесь, когда я говорю, я не буду. Если раньше, вот знаете как, все равно как-то жалела, потом опять, ладно, помогу, хрен с ним, кто еще поможет. А сейчас просто напрямую говорю, я не хочу вам помогать. Могу, но я не буду. Вон, берите мои работы и проведите. А почему? Потому что не хочу. Нет, я не такая. Да все вы так говорите. Какой стимул? Мне что это дает? Вот правда. Я трачу свое время, свои силы, энергию, устаю. Восстанавливаюсь долго. Голова болит постоянно из-за этих... Потому что пропускаешь через себя. Нервы. Я свои дела не успеваю, потому что я вот здесь вот позвонили 2 недели назад, да. Молодой парень попал в аварию. Он несколько часов лежал, пока его обнаружили, ночью было. Отвезли, в общем, никакой надежды не дают врачи и так далее, и так далее. И вот она мне позвонила. Я смотрю, она мне звонила ночью. Я говорю, вы мне звонили? Извините, простите, у меня сын умирает, спасите. Хорошо. Бывает иногда голосовые с такими истериками, криками. Я понимаю, да, человеку плохо, я ничего не говорю. Вот отправила фотографию, я сделала то, что нужно. У нас даже группа есть, девочки иногда меня просят, например, попали ребята там в окружении, вот сказали, что мы в окружении, раненые есть, в общем, не выйдем мы, наверное, оттуда. Конечно, я спасу. Если я смогу, если это в моих силах. И получалось, вот 2 дня назад, опять же, вышли эти ребята, там еще какие-то химические эти запрещенные, короче, отравляются люди страшно. Не было никакой надежды, вышли, я рада за них. Но это моя инициатива, я захотела, я помогла. А тут приходит, ну вот в таком состоянии мой сын, хорошо, отправила фотографию, я встала. Значит, этих пусиков вывела, потому что они слышат, что я встала посреди ночи, начинают тявкать. Загнала обратно, села, начала делать. Выжил, все хорошо. Она исчезла. Я ради интереса вот перелистывала, там смотрела смски. Смотрю вот ее смс, думаю, что-то не написала. Странно как-то. Я говорю, как ваш сын? Ой, спасибо, мы уже выписываемся, мы сейчас поедем домой. Я говорю, ну вы хоть напишите, чтобы я эту работу закрыла, это же я как бы должна знать, какой результат. Ну просто времени не было, и смысл в чем, уже же хорошо. Я говорю, хорошо, нет смысла, и замечательно. Яне так пишут. Яна, здравствуйте, я вот провела хозяину города, там получить квартиру, все такое.
все у меня получилось, там и мне помогли, родственники какую-то часть оплатили, что-то государство. В общем, получилось, у человека жилье получил. Ну, за короткое время, месяца 3 прошло, вот я... Говорит, и зачем вы пишете? А мне обязательно надо откупаться? В принципе, какой смысл? Я же уже как бы получила, правда? Ну, мне сейчас, я даже не знаю, что мне сейчас отправлять, пока это все. А в чем смысл? В принципе же я уже получила, а зачем мне это надо? Она говорит, ну, если вы задаете такой вопрос, зачем вам это надо? Тогда не пишите сюда, да, не надо ничего. Ну, логично, действительно. Вот вы пошли, вылечились, да, и говорите врачу. А чем мне тебе спасибо сказать? Я-то уже, в принципе, здоров. Зачем мне это надо, на самом деле? Спасибо говорить или благодарить врача, действительно. Мне же уже все хорошо. А вы не подумали, что вы еще раз придете к этому врачу, не? А зачем вам это надо, действительно? Так что, друзья мои, не обижайтесь. Некоторые у меня давно на канале сидят и как начинают мне писать, спасибо большое, у меня все хорошо было. Вот я сразу же понимаю, что будет дальше. Все было хорошо, все у меня получалось. Суд выиграла. Муж там что-то не хотел отдать долю, отдал. Вот я провела вот этот ритуал, тот. Я говорю, я очень рада за вас. Что вы хотели? А вот что-то вот сейчас вот не помогает мне силы. Я говорю, а вы, сказали спасибо этим силам? Ну, я не знаю, там же я провела, я же тоже стараюсь делать добрые дела. Ну и хорошо, делай дальше. Что тебе надо от меня? А вы можете сами провести? Ну, я понимаю, что я не буду ничего проводить для этого человека, но специально говорю. Могу, конечно, только это оплачивается. Вы готовы? А у вас же ритуал бесплатно дан. Да, ритуал бесплатно, если вы сами проводите бесплатно. А вы сами не проводите? Нормально? То есть я должна даром отдать, еще и даром проводить его. Потому что, мне же что-то уже и не получается. А вы не можете? Я говорю, могу. Могу, но если я проведу, это нужно оплатить. Согласны? Я даже не знаю. Как одна женщина пришла мне, у меня отец в коме, значит, да, просит помощи. Я говорю, я могу вытащить, но вы готовы потом откупиться? Это я не себе сказала даже, я сказала вообще откупиться, потому что они не выносят ничего, не оставляют, это тоже надо делать. Она мне говорит, а это много? Вот я говорю, я не знаю, вам нужно будет водку купить, там, такую хорошую водку или коньяк. Значит, блины брать, еще что-то. Она мне говорит, ладно, придется, значит, смириться с его смертью. Я говорю, хорошо, придется, так придется. Не так уж он вам нужен был, значит. Почему вы так? Я своего отца очень люблю, и не надо. Вы не знаете человека, говорит. Но человек сам мне сказал, извините, если надо будет водку купить, уж лучше пускай тогда я смирюсь с его смертью. Ты же сама так сказала. Что ты хочешь от меня? Ты даже этого не хочешь сделать. Так что, друзья мои, да, все. Кому хочу, помогаю. Это мое дело. С кем хочу, работаю. И работаю с теми людьми. То есть я беру за те работы, которые мне интересны. Это раз. Далее. Значит, есть такая наглая категория людей, которые пишут. Здравствуйте, во-первых, я не отвечаю людям, которые не обращаются по имени. Это неуважительно, это я вам не это. Хотела спросить, у вас вот такой вот ритуал есть? Я говорю, есть, и что? Мне просто сейчас некогда смотреть, что там надо. А что там, вы можете мне слова написать и объяснить, как провести? Я говорю, а вы можете пойти туда на 3 буквы? Ой, вы такая грубая, вы зачем вот так вот оскорбляете? Я говорю, вы ничего не попутали? Мне некогда смотреть. Ты по-быстрому мне объясни и скинь мне текст.
Вот иди в свой свинарник и там хрюкай. Такие люди никогда ничего не поменяют в своей жизни. Они не заслуживают. А кто сказал, что все заслужили жить хорошо, с одной стороны? По-моему, Генри Форд сказал, да. Не нужно спасать человека от нищеты. Может быть, жить в нищете – это его, то есть мечта всей его жизни. Зачем ты его спасаешь? Вы кто вообще? Вы привыкли к этим магуям, которые вас облизывают со всех сторон. Здесь такое не проходит. Я не нуждаюсь в вас. Это вы во мне нуждаетесь. Когда некоторые говорят, вот, она так грубит, а это же благодаря людям она живет, это же они платят. Нет, это благодаря моей работе я живу. А люди благодарят меня, да, за мой труд. Нормально, адекватные люди. Это нормально. Я благодаря своей работе живу. Благодаря людям живут нищие на улице, которые побираются, и люди что-нибудь подкинут. Вот это благодаря людям. Они ничего не делают, люди им помогают. А здесь я живу благодаря своей работе, товарищи. 40 с чем-то тысяч работ я подарила людям. Так кто больше людям сделал? Я им или они мне? Я не собираюсь кланяться, особенно таким наглым людям. Или под роликом. Ну и где текст? Я говорю, возьми ручку и напиши, рука не отвалится. А чё вы такая грубая? А как я должна говорить? Ладно, я понимаю там, например, на иностранном языке, хотя эти тексты есть в моем приложении, называется «Ведьмина изба», на сайте есть, в форуме, в книгах есть, в конце концов. Вообще в интернете есть тексты моих работ. И миллион раз сказала, нам пришлось года 2 назад скрыть канал, чтобы, не убрали там, преследовали эти каналы все. И когда ты открываешь по новой, все тексты пропадают под роликами. Все, что ты там закрепила и написала. Сказано же было, да. Каждый раз я должна это говорить. Это, во-первых. Во-вторых, последние годы Яна занята фронтом. Она просто устает. Она еле успевает именно для книг писать. Ей просто некогда сидеть под каждым роликом это ставить. В конце концов, можно взять и переписать. Это тебе надо. Тексты хочешь, зайди на сайте напиши. В группе найди. В интернете найди. Набери любой мой ритуал и рядом напиши текст. Тебе выдаст. Просто под роликами закрепить это, под каждым, это очень долго. Это 1000 работ. Мы тоже люди, мы не роботы. У нас есть кошки, собаки, дом. У нас свои дела. Мы тоже хотим поспать, немного отдохнуть. Понимаете? Мы не роботы. 24 часа, 7 дней в неделю работать и работать. И так работаем день и ночь. Потом, следующая категория. Пристраиваем кошек, собак. Помогите пристроить. Я понимаю все. Ребята, когда нам попадаются кошки, собаки, вот сколько мы пристроили, скольких мы нашли. И щенят нашли, когда собака погибла, мы щенят пристраивали. И кошек сколько пристроили. И на улице собак пристраивали. И все это оплачивали. И лечение, все на свете. У нас еще есть лохматые избушата. Точно так же мы их пристраиваем. Вот Лида занимается, мы их, значит, находит, она их лечит и пристраивает. Потому что у каждой собаки должен быть свой дом. Те, которые зарабатывают на этих несчастных собаках, ловят, приносят. Сколько было таких ситуаций, когда хозяева находят кошек и собак, они не отдают. Потому что они на них зарабатывают. Миллионы собак там в этих клетках, это ненормально, это как концлагерь. Лучше пускай будет на природе свободно этот зверь, чем вот так вот закрытый. Поэтому Лида там, у нее сколько там, 30-40, вот так вот. Она находит, лечит, пристраивает. Так и надо делать. Так что мы делаем, насколько возможно, сколько мы пристроили, сколько мы отдали в добрые руки. Огромное количество. Но у меня канал не для этого, понимаете? Я не могу каждый день, значит, ставить ролик. Вы хотите сваливать на мои плечи все свои заботы. Вот возьми и пристрой. Но если ты нашел эту собаку или кошку, вылечил, значит, отвечаешь за него. Значит, пристраивай. Или держи себя, пока пристроишь. В конце концов, я не могу все ваши проблемы решать. Далее.
Вот, посмотрите, вот этот сюжет. Там какой-то насильник, вот он такой-сякой. Можно его наказать, вот накажите его. Вы хотите, чтобы я решила все проблемы мира? Очень удобно быть доброй за чужой счет. Еще и обижаются. Вот, а почему вы так вот это? Вот возьми и накажи. Вот, у меня есть ритуалы наказать подобных людей. Иди, начитывай, наказывай. Или вот помогите, вот там какой-то парень пропал или девушка. Я говорю, пусть пишут родители. Родители не верят в магию. Не верят, значит, пускай ищут дальше. Я не должна навязывать себя людям. Они не верят, не уважают мой труд, а я должна искать, находить. Они мне скажут, а ты кто вообще? Тебя вообще кто просил? 100 раз сказала, не просите за других людей, даже за родственников. Вы отдаете долю своего счастья за этого человека. Не просите, не лезьте. Надо будет, сам попросит. Не просит, значит, ему не надо. Приходит, знаете, с такой наглым лицом. Вот у меня племянница пропала. Или родственница. Я говорю, очень сочувствует. Пусть ее мать напишет мне. Так положено. Вот мать не верит в это все. Не верит, значит, пусть ищет свою дочь дальше. Мы тебя не уважаем, мы тебе не верим. Ты никто для нас. Но найди нашу дочь. Нормально? Нет. Я считаю, что это не нормально. Я понимаю, кто скажет, ну это же вот она ж не виновата, это же жизнь. Я все понимаю, но вы не знаете законы магии. Мы не должны лезть туда, куда нас не просили. Мы не должны подходить к человеку и говорить, знаете, я вижу у тебя смерть или там аварию, не езжай туда-то. Не надо это делать. Было время, кому-то так сказала, помогла. Меня оскорбили последними словами. Не надо лезть. Если силы считают нужным, они приведут к тебе этого человека. А если нет, извините меня, так меня саму накажут, что я помогла людям, которые унижают магию. А я полезла и начала помогать. Я помогла так одному человеку не погибнуть. Женщина попросила, они встречались. Так он вернулся, увидел у нее вот эти все, значит, заговоры там в тетрадях и так далее. А что это такое? Она сказала, вот эта женщина, значит, помогла тебе живым вернуться. А действительно, такая была передряга, что там просто не вытаскивали. Он ее избил, а мне написал оскорбление. Я говорю, молодой человек, вы хоть поняли, зачем вы это сделали? Да пошла ты что думаешь, блин, еще раз узнаю, я вернусь, я знаю, я тобой займусь. Он мне написал очень грязные оскорбления и угрозы. Я говорю, хорошо. Больше насчет тебя не обратятся никто. Его больше нет. А защиту не попросили. Он оскорбил эти силы. Понимаете? Поэтому, если не просят, не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь. Ничем хорошим это не закончится. Поэтому будьте так любезны. Хотите наказать всех плохих людей, хотите сделать мир лучше, сделайте это за свой счет. За свои средства, за свои нервы и так далее. А то одной женщине сказала, я говорю, вы такая интересная. Вот этого парня посадили ни за что, помогите ему. Я говорю, кто он вам? Вот он с нашего города, мы очень переживаем. А его мама не может мне написать? Я вот боюсь ей говорить, вдруг она там рассердится, она очень верующая женщина. Все тогда, пусть верующая, очень хорошо, пусть идет и просит у той силы, которая верует. Почему я должна тратить свое время и силы? Ну, извините, вы же говорите, что помогать. Но я же не сказала, что давайте мной пользуйтесь все, товарищи. Кому не лень, все пишите все ваши проблемы, я решу. Чтобы решить ваши проблемы, я дала огромное количество работ. Берите, решайте, никто столько вам не дарил. Рабочих ритуалов, рабочих, понимаете, в чем разница?
Таких ритуалов сейчас вот всякие там штампуют, но толку никакого. И до меня были книги магии, и после меня будут. Но вот именно те, которые действительно помогут, очень мало таких работ. А я вам их дала, переделай. Я говорю, а если я приду у вас дома, поживу месяц бесплатно, можно? А почему вы так сравнили? Я говорю, а потому что это мой ресурс. Ты говоришь, помоги ему. Я так для себя, для своего удовольствия, чтобы тебе было хорошо. Вот ты обратилась, и вот через тебя помогли. Ты такая добрая, ты помогла этому парню. А я тебе говорю, если ты такая добрая, пусти нас кого-нибудь пожить к себе. Я всю жизнь всем помогала и все делала. Ну и хорошо, помогала, замечательно, молодец. Иди помогай дальше. Я бы постеснялась, знаете, пойти к человеку, вот, например, к врачу и сказать, вот тот парень болеет, вот вылечите, пожалуйста. Он, наверное, скажет, ну, если он болеет, пусть ко мне обращается. Нет, я вам говорю, вы там скажите, что надо, я передам, что он должен пить там или колоть, и чтобы у него вся болезнь прошла. И я буду такая героиня за счет другого человека, за счет ресурса, времени, здоровья чужих людей. Как удобно, правда? Если вы такие добрые, сделайте сами. Взяли собаку, кошку, пристраивайте. Не сваливайте на плечи других людей свои заботы. Одну собаку и кошку можно пристроить, не трагедия. Не, а зачем? Ты сделай. А я буду чувствовать себя героиней. Я вот, и у меня есть человек, вот она вот сделала все. Я пошла, сказала, и все решилось. Друзья мои, хватит. Баста. Я уже чувствую, что вот, ну просто, знаете как, вот кто возит, на нем ездят все. Чем больше, тем больше, тем больше. И нет конца и края. И вместо благодарности еще и оскорбление в конце обязательно. Почему? А чтобы не быть тебе обязанным, лучше тебя обнулить. Не хочешь, не помогай. Довольно. Я потом сама расплачиваюсь своим здоровьем за вас всех, за ваши хотелки. Вот дано, берите и проводите. Вы и так с вашими клятвами и обещаниями, клянусь, я всю жизнь буду помнить. Это даже дело не в деньгах, это в обнулении тебя. Это в ощущении того, что тебя использовали. И это очень неприятно. Понимаете? Весьма неприятно. Так к тебе приходит только тогда, когда им что-то от тебя надо. Мне всю жизнь так было. И, ну, это судьба ведьм, ничего не сделаешь. Меня даже куда-то приглашали, обязательно я знала, что там вся семья соберется, и все будут веселиться, танцевать, а меня в отдельной комнате посадят, и вот посмотри эту судьбу, ту судьбу, а что будет, а как мне быть, а вот и просто приглашают для того, чтобы по полной программе все спросили о своей судьбе. Это оскорбительно, это обидно. Понимаете? Это как врача пригласить на день рождения, и потом, сидят и все говорят, как болит, что болит, и рецепты выписывает, и там слушает сердце, и говорит. Вот так вот люди узнали, что у тебя есть ресурс. Можно этим пользоваться. Ну, достаточно, наверное. Вот, собственно, что я хотела сказать. Вот категория этих людей, пожалуйста, не беспокойте меня. И люди, которые уже 3-4 раза ко мне обращались, если есть моя инициатива, я сказала, что я помогу. Это другое. Я так решила. Но если вы обратились, вам было плохо, и я вам помогла 1 раз, 2 раза, 3 раза, 4, 20 раз, больше не пишите. Дальше справляйтесь сами, как хотите. Это уже ваши проблемы. Понимаете? Вот 3 раза приходишь, не сказала спасибо за то, что сделано. 4-й раз не приходи. Справляйся сама, как хочешь, без разницы. И мне ваш откуп уже и не нужен. Когда уже 100 раз пришли, и 101 раз, ой, вот я вот сегодня хочу вот откупиться, вот, да, вот я вот это, я не принимаю твой откуп, не надо. Я даже возвращаю обратно. Нажимаю просто возврат и все. Зачем вы так? А вы что думаете, что я
ради денег буду на цыпочках ходить вокруг вас. Не, мне это не надо. Я не такой человек, и я всегда буду обеспечена, пока я служу этим силам, пока я добросовестно работаю, я не буду нуждаться в деньгах. Поэтому вы уж не думайте, что я за деньги готова с ума сойти, не знаю, на все пойду. Нет, ошибаетесь. Это будут делать те, которые не востребованы. Они, да. А у меня сотни тысяч людей, которые ждут и пишут, и будут писать, еще придут не раз. Я в этом не нуждаюсь. Я свое имя уже заслужила, понимаете? 25 лет в этой сфере я уже достаточно сделала, чтобы спокойно знать и жить. И кроме всего прочего, с возрастом у тебя уже на первый план выходит совершенно иное, совсем нематериальные ценности. Они нужны, конечно. Без денег никуда. Наш мир материален. Конечно, поэтому я и учу, как правильно подниматься, потому что я сама поднималась в этой жизни. Я знаю, как это делается. Я понимаю, например, если у человека какое-то отчаяние, я 100 раз говорю, что не паниковать. Как только ты паникуешь, у тебя просто жизнь сыпется, разрушается все. Одна беда, вторая. Не паниковать. И чаще всего, когда нам плохо, у нас и в доме, и в семье вот эта вражда начинается. То есть ты понимаешь, что ты одна стоишь и воюешь, одна. И вместо того, чтобы рядом с тобой находящиеся люди тебя поддержали, они, наоборот, тебя будут топить. Поэтому не показывай слабость, будь сильным. И если ты не допустишь панику, разрулишь эту ситуацию очень быстро. Но стоит просто сказать, все, я пропала, что мне, все, конец. И все, действительно будет конец. И вот поэтому я вам дала работу «Доля спасет от недоли». Я там объяснила вам, что стоит человеку унывать, испугаться, паниковать, и тут же нить вашей жизни передается недоле, которая начинает теребить, разрывать, и в конце концов это закончится очень плохо. И тюрьмой, и смертью, и болезнью, и безумием, и чем только оно не заканчивается, и суицидом в том числе. Понимаете? Поэтому я, зная это все, я просто вас учу, как это работает, что происходит, как это случается. Вот если правильно по конам мироздания жить, то какие бы трудности, какие бы страшные моменты не были в вашей жизни, вы обязательно выплывете. Это да. Поэтому, естественно, материальное немаловажно. Во всем оно нужно. Для лечения, для учебы, для жизни, для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Обязательно нужна подушка безопасности. Нужно иметь жилье, может быть, и не одно, чтобы, мало ли, у твоих детей там какие-то проблемы в жизни, по крайней мере, они могут сдавать и жить на это. Это нужно делать. Но сказать, что вот ради этого ты готова унижаться, нет, этого не должно быть. Деньгам поклоняться не нужно. Деньги нужно уважать как определенную силу, энергию денежную, да. Уважать и пользоваться этими деньгами. Оно дается для того, чтобы у тебя были возможности. Но деньги делать божеством не нужно, это глупо. Те, кто делает деньги божеством, их копят, во всем себе отказывают, потом идут по 6 миллионов, отдают мошенникам. Понимаете? Вот это те люди, которые обноски носят, не доедают, копят, никому ничего не дают, а потом раз и подарили из незалежной вот тем самым ФСБшникам или кто там им позвонил. Это вот те люди, которые поклоняются деньгам, которые сделали из денег божество. И потом, когда у вас копится большая сумма денег, обязательно надо что-то купить значимое. Потому что святое место пусто не бывает, и Вселенная не любит пустоту. Потом, вот вы замечали, вот вы накопите определенную сумму денег и останавливается. Ни туда и ни сюда, все. Вот так вот стоит. Немного придет, как бы для траты, да, и потом опять. Вот столько же, вот сколько есть, и дальше не идет, не двигается. Человек боится их тратить, боится, а вдруг завтра что случится, как там на черный день. Не планируйте свой черный день. Зачем? Черный день — это когда негр пришел и постучал посреди ночи, черной ночи. Вот это черный день. А остальное планируйте на дом новый, на новую машину, на путешествие, не знаю, на что угодно. Не говорите черный день. На хорошее, вот я коплю, на хорошее. И вот как только человек все-таки пересиливает и тратит эти деньги, и покупает то, что надо, что он хотел,
У него через некоторое время опять начинает наполняться. Это Вселенная вам дает знак, что надо их тратить уже, надо их применить. Вы знаете, что это есть инфляция. Даже если они в банке лежат, все равно. И дома дорожат, значит, эти и земельные участки. Оно все недвижимость. Умные люди вкладывают в недвижимость. Вот такие вот тонкости, которые я объясняю и учу. И почему я людям говорю 100 раз, лекции слушайте, дорогие люди, не пишите мне, ой, мне некогда, можно по-быстрому что-нибудь там сказать, что там надо, и текст скинуть, я не знаю, зачем мне это надо, но я проведу. Не поменяется у вас ничего, неосознанно вы живете. Надо жить осознанно и правильно. И вот поменять сначала внутренний мир, а потом поменяется все вокруг вас. Понимаете? Ваш внутренний мир отражается в вашем доме, в ваших поступках. Посмотрите на свой дом. Например, все везде валяется, чемоданы там, вещи туда, как будто не дом, а какой-то купейный такой вагон. Даже не купе, а плацкарт. Это вы не любите свой дом. А ваш дом не будет вас любить, ничего не будет привлекать в вашу жизнь. Наведите порядок в мыслях, в голове, в жизни, в доме, в делах. У меня все записано, товарищи. Я даже не знаю, как вам... Вот эти вот уже заканчиваются. Вот здесь все мои чистки, что я делаю обычно, чтобы убрать вот то, что накапливается. Ой, вот тут у меня... Вот эти вот все это... Сначала в тетради писала в толстой, потом надоело, я начала вот в этих писать. Вот чеки надо пробить, ответы, мемуары надо снять, книгу новую надо проверить, уборка с утра, ролики зрителей, дальше ответы, защиты, значит, нужно новые работы, лекции, мемуары, дальше что? Мир мертвых, уборка, ответы. Это 30 число, значит, предсказания не забыть. Далее смотрю, значит, налоги вот платить уже мне отправила там бухгалтер, например, я там отправила ей распечатку, вот жду налоги не забыть платить. Гримуары надо снять, тайны древних гримуаров. Значит, насчет книги надо проверить, тексты. Вот. Дальше завершить книгу, да, уже сегодня надо посмотреть новую. Вот понимаете, все должно четко быть. И почему я пишу? Это освобождает мой мозг. Я ночью, когда ложусь, я всю ночь мне в голове, вот это надо, завтра то, чтобы в голове это не крутилось всю ночь. Беру, просто переписываю и лежит. Все, освободила, сняла оттуда, выкинула вот эти мысли сюда на бумагу. Мозг успокоился, потому что у меня заметка, если она где-то находится, я не забуду. Вот так я и, собственно, живу, товарищи. Это и есть рецепт успеха. Работа, как и шаг. Работа. И более ничего. И вот это вот подковы, которые вы вешаете, вот эти подковы вам принесут удачу только тогда, когда на ногу себе прицепите и будете пахать как лошадь. Вот тогда будет удача. Я к тому, что будьте так любезны. Во-первых, сами шевелитесь. Если вам столько подарили, можно и как-то немного самим напрягаться и как-то вот что-то сделать, да, для себя. Тем более, что это все даром. Во-вторых, напомните о роликах и голосовых насчет результатов, которые сняли. Если вы отправляли на WhatsApp, отправьте в Telegram. WhatsApp, потому что Ян не открывается, или мне отправьте на WhatsApp. И новые, кто хотел снять, можете снять. Время от времени я приостанавливаю, потому что мне нужно отдохнуть. И вот теперь по новой начну загружать. И не забывайте, что силы любят благодарных. Поэтому, если они в какой-то момент перестают вам помогать, задайте себе вопрос, почему столько лет помогали, а потом перестали. Ну, в общем, все сказала. Как там у Райкина. Это я сказала, это я напомнила. Желаю всем удачи.